Какой выбрать рефрижератор Lada Largus? Ответ вы получите, посмотрев это видео. Погнали! Lada Largus рефрижератор, исполнение стандарт. Это то, что вы сейчас видите на ваших экранах. За основу мы берем базовое шасси Lada Largus, модификация Comfort, которая в себе содержит самая важная отличительная особенность — 16-клапанный мотор мощностью 106 лошадиных сил. И модернизируем его в рефрижератор. Грузовой отсек, который до утепления представляет собой вместимость 2,5 куба, превращается в изотермический, утепленный панелями толщиной 60 мм. В большинстве случаев толщины этих панелей хватает для соблюдения температурного режима плюс 5, минус 15 градусов. В стандартном исполнении настил пола рифленый алюминий. Чистые внутренние размеры имеют здесь в пересчете примерно 1,8 куба полезного внутреннего объема. И в стандартном исполнении мы сохраняем функционал правой боковой двери. Ширина проема нашей боковой двери вполне достаточно, чтобы человек средней комплекции залез внутрь и достал нужную продукцию в самом дальнем углу вашего грузового отсека. Если для вас принципиально важно, то функционал левой боковой двери мы для вас можем сохранить, так как в стандартном исполнении мы по умолчанию эту дверь в целях безопасности и разгрузки обязательно блокируем. Но если для вас это важно, доплата 15 тысяч рублей, и эта дверь тоже будет работать. Очень важный момент. Если вы эксплуатируете автомобиль в жарком климатическом регионе, и для вас очень важно соблюдение температурного режима глубокой заморозки не меньше, чем минус 20 градусов, или вы возите мороженое, где минус 24, минус 28, то в обязательном порядке толщину панели надо делать больше. Мы можем вам это тоже сделать. Толщина панели будет 100 мм. В обязательном порядке боковые двери обе будут заблокированы, и останутся только задние распашные двери. Если вы тот, кому важен каждый сантиметр, то максимальная внутренняя длина грузового пространства составляет 170 сантиметров. Но полезная и эффективная длина примерно будет 165. Полезная внутренняя ширина между арками 98 сантиметров, а в грузовом отсеке 119 сантиметров. Высота нашего заднего проема 80 сантиметров, а от пола до верхней точки 93. Базовая комплектация Comfort очень неплоха. Она включает в себя 16-клапанный мотор мощностью 106 лошадиных сил. Именно по этому поводу большинство людей обращают внимание на эту модификацию, что он достаточно мощный. Центральный замок с управлением с ключа. Очень важный момент, когда зимой ваши замки могут замерзать. Достаточно неплохой электропакет. У нас здесь штатная магнитола с функцией Bluetooth. У нас с вами обогрев сидений. У нас с вами электростеклоподъемники, но остаются механические зеркала без обогрева. Но есть комплектация, которая называется Comfort Plus. Она отличается наличием зеркал заднего вида со вставкой в цвет кузова, с электрорегулировкой, с функцией обогрева, а также рейлингами на крыше. Вы можете обратить внимание, что мы, устанавливая сюда холодильное оборудование, достаточно компактно его сюда вписали, и автомобиль смотрится очень грамотно и очень приятно. И это очень важный для нас момент. Неплохая комплектация базового шасси, хороший комплект изотермического утепления, ну и третий компонент – холодильно-отопительная установка российской марки Fridge, модель FG700H. Приставка H обозначает, что наше холодильное оборудование работает как на охлаждение, так и на обогрев. Это стандартная компоновка этого автомобиля
сможет поддержать температурный режим плюс 5, минус 15, а иногда и минус 18 градусов, но мы всегда стараемся учитывать всякие факторы риска. Поэтому плюс 5, минус 15 в большинстве случаев, практически всех, эта комбинация выдержит. Надо отметить отдельно, что мы стараемся использовать вот такую красивую аэродинамическую форму нашей холодильной установки, что придает автомобилю, конечно же, дополнительную эстетику и красоту. Устанавливая холодильное оборудование, мы вынуждены жертвовать штатным кондиционером, который есть в этом автомобиле. Но это для нас не проблема. Если вы скажете: ребят, для нас принципиально иметь и кондиционер, и холодильную установку, то мы такую машину для вас собрать можем. Все просто. Вместо российского холодильного агрегата мы сюда устанавливаем американский электрический холодильный агрегат и меняем штатный генератор на усиленный. Но стоимость кусается. Поэтому решать только вам. Надо так или с электрическим холодильным агрегатом и штатным кондиционером, если вы заботитесь о комфорте вашего водителя. В стандартном исполнении по состоянию на декабрь 2020 года наш автомобиль Lada Largus Refrigerator стоит 1 миллион 80 тысяч рублей. За эти деньги вы получаете комплектацию комфорт, у которой хорошее исполнение и 16-клапанный мотор. Вот в таком виде все это есть. Но доплатив 20 тысяч рублей, можно выбрать комплектацию Комфорт Плюс, у которой будут электрические зеркала, внешняя часть которых покрашена в цвет кузова. У этих зеркал будет электрорегулировка, задние парктроники, а также рейлинги на крыше. Но при этом, как я и говорил, кондиционер сохранить нельзя. 1 080 000 в исполнении Комфорт Плюс 1 100 000. Если вы хотите, чтобы у вас был сохранен штатный кондиционер, мы сюда поставим электрический холодильный агрегат Thermo-King B100. При этом заменим штатный генератор. У вас будет кондиционер в кабине, и у вас будет универсальная холодильно-отопительная установка на режим плюс 5, минус 18. Стоит такая модификация будет 1 миллион 330 тысяч рублей по состоянию на декабрь 2020 года. Но если вам такого исполнения автомобиля будет недостаточно, и вы скажете: Кирилл, дай нам большего объема, то я рекомендую обратить ваше внимание на модификацию Lada Largus Coupe. Lada Largus Coupe – это произведение инженерного искусства Нижегородского завода. За основу берется все тот же самый Lada Largus в исполнении комфорт с 16-клапанным мотором. По стойкам и задней части срезается крыша, наваривается каркас и делается внутри утепление, и обшивается все это пластиковым панцирем. При этом функционал боковой двери сохраняется. Левая без вариантов блокируется. Штатные задние двери подлежат глубокой переработке и модернизации. И как вы можете видеть, проем в разы больше, шире и выше, чем у стандартной модификации. Грузовой отсек утепляется экструдированным пенополистиролом, толщина стен от 50 до 100 мм. При этом наша изотермическая капсула предназначена для температурного режима плюс 5, минус 18 градусов. Мы таких автомобилей уже продали определенное количество, и часть этих автомобилей уехала в южные регионы нашей страны для перевозки как охлажденной, так и замороженной продукции. Клиенты в целом довольны тем, что здесь поддерживается нужный температурный режим. Как вы можете видеть, настил пола также рифленый алюминий, но при этом присутствуют такелажные петли. Их у нас в 4 углах 4 штуки. В стандартном исполнении проем задних дверей имеет 2 контура резинового уплотнения. Те же 2 контура присутствуют и на боковой двери. Это очень важно. Как вы можете заметить, измененная геометрия кузова дает нам более правильные внутренние размеры.
У нас длина на выходе получается 209 сантиметров, ширина между арками 92 сантиметра, ширина в самой большой части между стенками 122 сантиметра. По полу это означает, что здесь можно разместить 2 европалета. Единственная проблема в том, что как дальний палет поперек расположить. Вот это проблема. Один палет помещается таким образом в длину. То есть юридическая вместимость 2 европалета. Фактически это сделать, конечно, будет сложно. Наш полезный внутренний объем 3,6 куба. Это в 2 раза больше, чем в стандартном исполнении Lada Largus. Ширина проема 98 сантиметров, высота 118 до этой точки, 121 до самой максимальной. Это очень серьезный показатель, по которому Lada Largus Coupe превосходит стандартную версию Lada Largus рефрижератора. Ширина проема боковой двери 60 на 95. В стандартном исполнении холодильное оборудование, которое сюда ставится, например, одно из, это TMR-190. Универсальная холодильно-отопительная установка, которая работает в оба режима, и на охлаждение, и на обогрев. Это корейский бренд, который собирается в России. Второй возможный вариант, который больше у нас распространен, но, к сожалению, не оказалось в настоящий момент для съемки, это российский холодильный агрегат Arctic. Как и в маленькой версии, оба этих холодильных агрегата при установке жертвуют штатным кондиционером. Если вы хотите, чтобы и в этой модификации кондиционер был, то мы можем вам это сохранить. По состоянию на декабрь 2020 года вот в таком исполнении этот автомобиль стоит 1 миллион 320 тысяч рублей. А если мы поставим сюда электрический холодильный агрегат и сохраним штатный кондиционер, то стоимость автомобиля вырастет до 1 миллиона 570 тысяч рублей. Решать только вам. Рефрижератор на базе Lada Largus хорош по нескольким компонентам. Он очень красив и очень эстетичен. У него очень хорошая комплектация базового автомобиля и хороший, мощный, надежный 16-клапанный мотор. Но проигрывает он в полезном объеме внутреннего пространства. 1,8 куба, 3,6 куба. Если вы возите в палетах, то, конечно, для вас это будет мучение. Если у вас коробки, сумки или что-то еще, ящички, то, возможно, для вас это выход. При этом здесь очень хорошая гарантия. 3 года, либо 100 тысяч километров пробега. В основном только белый цвет, в большинстве случаев. Если этот вариант и все, что перечислено, для вас недостаточно, и вы хотите большую вместимость, 2 палета или 3 палета, то рекомендую посмотреть видеообзор на возможные варианты рефрижераторов на базе ВИЗ-2349 Гранта. Пока!